Лето 1962 года. Советский Союз на пике своего могущества. Юрий Гагарин уже слетал в космос. Страна строит ядерные ракеты и обещает скорый коммунизм. Но в небольшом промышленном городе Новочеркасске в это время происходит то, от чего у партийной верхушки в Москве стынет кровь. Многотысячная толпа рабочих идет к зданию горкома партии. Они не хотят свергать власть. Они не требуют капитализма. Они просто просят хлеба и мяса для своих детей. В ответ государство бросает против них танки и пулеметы. Кровь на площади будут смывать бронспойтами. А тела убитых тайно вывозить по ночам, чтобы закопать в безымянных могилах. Эту правду КГБ скрывал долгих 30 лет. Это Новочеркасский расстрел. Все началось с катастрофической ошибки властей. Весной 1962 года в стране начался дефицит продуктов. 1 июня правительство Хрущева объявляет о резком повышении цен на мясо и масло. Сразу на 30%. И ровно в этот же день, по роковому совпадению, на огромном Новочеркасском электровозостроительном заводе рабочим снижают расценки за труд. Цены выросли, а зарплаты упали. Людям буквально стало не на что жить. Забастовка началась в сталелитейном цехе. Возмущенные рабочие вышли во двор завода. Если бы к ним вышел адекватный руководитель, все могло бы обойтись. Но директор завода Курочкин, глядя на голодных людей, бросил фразу, которая стала спичкой в пороховой бочке. «Не хватает денег на мясо? Ешьте пирожки с ливером!» Эта насмешка в стиле Марии Антуанетты взорвала завод. Рабочие останавливают завод. Гудок предприятия ревет, сзывая весь город. Толпа перекрывает железную дорогу, остановив пассажирский поезд Саратов-Ростов. На вагонах пишут «Хрущева на мясо». Ничего подобного в СССР не было с 1920-х годов. Это был не бунт диссидентов. Это восстал сам пролетариат, основа советского государства. В Москве начинается паника. Хрущев в ярости. Он отправляет в Новочеркасск спецборд с членами Политбюро Микояном и Козловым. Их задача — подавить бунт любой ценой. Город оцепляют войсками, милицией и агентами КГБ. К утру 2 июня в Новочеркасск входят танки. Утром многотысячная колонна рабочих с женами и детьми направляется в центр города к зданию горкома партии. У них в руках портреты Ленина и красные знамена. Они верят, что солдаты не тронут своих. На мосту через реку Тузлов их встречает кордон из танков. Командующий войсками округа генерал Исса Плиев отдает приказ своему заместителю, генералу Матвею Шапошникову, атаковать толпу танками. И здесь происходит исторический момент. Боевой генерал, герой Советского Союза Шапошников, отвечает в рацию: «Я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками», и приказывает солдатам разрядить автоматы. Этот отказ спас сотни жизней на мосту, но сломал генералу карьеру. Шапошников не подчинился, и толпа прошла в город. Люди заполняют площадь перед горкомом. Требуют, чтобы к ним вышло начальство. Но вместо начальников на балконе появляются автоматчики внутренних войск. Никто до сих пор точно не знает, кто первым нажал на курок. Раздались предупредительные выстрелы поверх голов, а затем шквальный огонь прямо по густой толпе. Началась мясорубка. Люди падали друг на друга, матери закрывали собой детей. На площади осталось лежать от 24 до 26 убитых. Десятки были тяжело ранены. Чтобы скрыть масштаб трагедии, асфальт, залитый кровью, пытались отмыть пожарными машинами. Но кровь въелась так сильно, что площадь пришлось срочно заливать новым слоем асфальта. То, что произошло дальше, похоже на спецоперацию мафии. Все больницы оцепил КГБ. Тела погибших не отдали родственникам. Глухой ночью их вывезли за пределы города и тайно закопали на разных заброшенных кладбищах в чужих могилах. 80 человек, участвовавших в захоронении, дали подписку о неразглашении под страхом расстрела. Матери годами не знали, где лежат их дети.
Позже состоялись суды. 114 человек посадили на сроки до 15 лет. 7 приговорили к расстрелу за то, что они вышли просить еды. Новочеркасск стал запретным словом. Архивы были вскрыты лишь в 1992 году. Эта история – страшное напоминание о том, как легко система, называющая себя властью рабочих, может этих же рабочих пустить в расход ради спасения собственных кресел. Смотрите другие наши видео, подписывайтесь на канал «Код доступа» и помните, любая тайна однажды выходит из-под асфальта.